Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и сегодня мы обсудим очень важную вещь, а именно контракты на игроков. Что происходит с игрой в кальмара, когда станут доступны контракты на игроков, в каком виде они будут доступны, ну и сколько проживет еще игра в кальмара. Поговорим в целом о игровой статистике кальмара, в конце видео, может быть, затронем события касательно дня рождения Biswap. Так, ну а теперь переходим к кальмара. Вот так вот выглядят мои автобусики, сколько у меня тут? 14 мест из 15, в основном, да, 3 автобусики 3-го уровня на этом аккаунте у меня, был основной аккаунт раньше. И вот так вот выглядят мои игроки. То есть у меня здесь игроки есть, у которых закончились контракты. Море слез у меня по поводу окончания контракта вот этих. Еще чуть-чуть им не хватило, чтобы дотянуть до конца существования игры. Вот эти вот 3 барышни, они мне буквально еще до вчерашнего дня играли в версию кальмара 1 и приносили мне чертовски хорошую награду. Так, и вот, в общем-то, этих ребяток я отправляю в одну из последних игр. Смотрите, сколько платили за 7-ю игру. Это игра в кальмара, версия 1, то есть 3 игрока, суммарно на 7000 энергии. 130 БСВ. Именно награду в 130 я получил 2 раза, но это, извините меня, ребята, 260 БСВ. Если по курсу 1 это $260, по курсу 2 это $520 за 4 дня. То есть за 2 дня игры, то есть за 4 дня. Ну и до этого, естественно, тоже эти игроки приносили довольно-таки не кисло. Игра в кальмара версия 1, это, как говорится, One Love. Это было просто бомба. Хочу еще в целом сказать, что игра в кальмара, я ее вообще бы не расценивал как игра. Здесь, ну, как игрового элемента-то практически как бы и не было. Я отношусь к этой игре, вот многие говорят, что вот, там, заканчивается игра, там, проблемы с контрактами, все дела. А вы просто относитесь к этой игре вот как к маркетинговой кампании. То есть это просто была по факту бесплатная раздача денег. Ну вот кто разобрался, кто там не испугался, кто понимал, что такое БСВ, что такое площадка Biswap, это надежная площадка, это не просто какая-то там ноунейм компания, которая разработала игру и у которой вообще абсолютно нет никакого фундамента, никаких оснований. Вот туда заходить опасно. Вот Степан тот же, да, опасно, ну, условно говоря. То есть там тоже крупные инвесторы, игра, я думаю, проживет довольно долго. Но вот в целом, то есть если проект это игра и больше ничего нет, это опасно. А если это биржа, ее основной заработок и смысл существования это обменник, ну, децентрализованная биржа Biswap, то игра для нее это не источник дохода был. Игра это был для нее как маркетинг, это способ привлечь новых людей на эту биржу. И это была просто бесплатная раздача монет. Я вот так вот к этому отношусь, ребята. Staff Game это в принципе то же самое. То есть какой игры там нет, вам не нужно тратиться, там, разбираться в механиках, что-то там сидеть часами, тыкать в экран, там, персонажа гонять и так далее. Нет, вы просто закинули 25 БСВ, раз-два закинули, купили игроков, все, там, нажали кнопку и увидели через сколько дней, сколько вам монеток дадут. Это тоже продолжение игры в кальмара, это продолжение бесплатной раздачи токенов. Вот тупо бесплатно. Сколько бы вы ни вложили, вам всегда дадут больше. Вот в чем суть. Есть, конечно, определенный там курсовой риск, но это вообще никак не относится непосредственно к игре в кальмара и в Staff Game. Кто готов подождать, тот продаст по 2 и выше БСВ. А кто забыл, ребята, я вам напомню. Вот так вот выглядит график БСВ с момента его существования. Как вы знаете, самой площадке Biswap уже около года. Игра в кальмара запустилась в конце 2021 года, в последнем месяце. То есть она вот просуществовала практически полгода. Это полгода была бесплатная раздача монет. Большая рекламная кампания от биржи Biswap. И как видите, она уже раз, два, 3, 4. Она уже 4 раза монетка БСВ сходила на $2. Вот была 2.30, была $1.90, была $1.99, была чуть выше 2. И 3 раза или даже 4 она уже падала. Вот смотрите, было 60 центов, потом 30 центов, еще раз 30 центов. И сейчас мы опять на 60 центов. Кстати, ситуация может быть очень похожа на вот эту. Ну, посмотрим, куда эта штука дойдет. Как видите, объемы здесь большие. Вот с апреля месяца объемы очень-очень большие, но это с момента появления монеты на бирже Binance. Так что если монета на фоне падения биткоина сходит еще на 30, я там буду покупать, ребята. Я там буду покупать. Ну и переходим теперь к самому главному. С 18 по 20 мая, то есть сегодня 20 мая, сегодня последний день голосования. И голосуем мы за что? За то, каким образом будут продаваться контракты. Напомню, что по последнему изменению контракты продавались один контракт раз в 6 часов на один аккаунт можно было купить, но купить было невозможно.
Потому что скупали все боты. Не знаю, кто-то, может, успевал, но за секунду уже ничего нельзя было купить. Вот с мобильного MetaMask вообще ничего не можно было купить. У меня не получилось ни разу купить по новым правилам. По старым правилам у меня получалось купить, когда можно было купить на весь аккаунт. По новым вообще никак не получалось. И вот разработчики уже, как говорится, еще последний раз пошли нам навстречу и решили последний раз изменить правила покупки контрактов. И вот такие вот у нас есть варианты. Они предоставили такую таблицу. На момент оглашения новых условий контракта всего было там 160 доступных, возможно, там 163 тысячи контрактов, если брать 15-дневные. То есть они там посчитали, сколько контракт дает прибыли, на сколько игроков. Вот такая вот была максимальная возможность контрактов. На 15 дней это их было 163, если на 30 дней контракта, то их, соответственно, 81 900. В 2 раза меньше. Ну, тут понятно, да? 2 раза по 15 это то же самое, что 1 раз по 30. Ну и вот если бы оно так распределялось, да, 1500 в день на 7 дней, вот тут все, в общем-то, высчитано. Сколько бы в неделю продавалось контрактов. Ну, первую неделю вот мы как бы отработали, контракты эти были распроданы. Распроданы они были игрокам, ботоводам, у которых там были сотни игроков, и они все это дело скупали. И нам предлагают на данный момент какие вот два варианта. Первый вариант, который на данный момент побеждает, ну и судя по тому, что сегодня голосование заканчивается, он и победит этот вариант, это что выпустят в продажу все доступные контракты. То есть максимум доступных контрактов. Оставшиеся 81 900 контрактов, они будут и 15, и 30 дней. Кто какой хочет, такой и возьмет. Ну, ограничено количество исходит из 30 дней. Если какие-то люди будут брать 15-дневные контракты, то общее число контрактов будет больше. Если все возьмут 30-дневные контракты, то 81 900 игроков, не людей, а именно игроков. Ну, вот этих виртуальных игроков, вот этих вот ребят получат контракты. Какой второй вариант? Второй вариант, они предлагают запустить только 15-дневные контракты. Ну, тогда, соответственно, их будет в 2 раза больше, будет всего 163 тысячи. Но большинство людей голосует за 30-дневные контракты, все как бы, ну, сошлись на том, что давайте мы один раз доиграем, вот купим контракты. Все, ну, особо проблем не возникнет, то есть или возникнет, сейчас мы обсудим это чуть позже. Хватит ли всем 81 тысячи контрактов? Смогут ли все купить контракты? Это как бы еще вопрос открытый. Ну, по крайней мере, большинство людей должны успеть купить. Ну, третий вариант это оставить без изменений. То есть один контракт в 6 часов, ну, это как бы никто за это не голосует, это нужно только ботоводам. Вот, которые проголосовали своими 91 тысячей монет. Потому что это им абсолютно невыгодно. В общем, голосование заканчивается сегодня, и изменения вступят в силу в течение 3 дней. Где-то это здесь написано. Вот, период голосования. Ну, до 2 дня UTC 21 мая. То есть даже как бы до 21 мая. Да, я немножко вам соврал. Еще один день у вас есть. Ну, голосуем мы своими BSV, которые есть у нас на кошельке. И вот changes, изменения вступят в силу в течение 72 часов. Но здесь я хочу обратить ваше внимание. Будьте очень внимательны. И для этого очень настоятельно рекомендую вам вступить в телеграм-канал. Потому что здесь мы совместными усилиями будем отслеживать появление контрактов. Потому что разработчики, как бы уже не раз так делали, они не говорят точную дату запуска. То есть в течение 72 часов это может быть через час, может быть через 2 дня и 30 минут, или через 2 дня 15 там, часов и так далее. То есть нужно вот после 21 мая, нужно будет всем дружно в чате активненько мониторить, когда появятся контракты, и чтобы первыми пойти их покупать. Потому что все-таки существует вероятность, что на всех их не хватит. Поэтому подписывайтесь на Telegram, вступайте в чат. Будем все вместе следить и мониторить. А теперь давайте попробуем понять, хватит ли 81 тысячи контрактов на всех. Есть такой сайт, называется BSwapTools, я уже неоднократно вам про это говорил. Давайте сейчас коротко из общей статистики. То есть получается, на контракте у нас осталось, ну, чуть меньше миллиона BSV. Всего за всю игру кальмара было распродано, ну, роздано практически 55 миллионов BSV. То есть раздарено людям. Ну вот по-другому это не назовешь. 3 миллиона WBNB, ну в Rapid BNB, обернутый BNB. 29 миллиардов токенов BFG. Кто играет давно, тот знал, что вначале у нас было, по-моему, 30% награды выдавалось в токенах BNB. Потом этот процент постепенно уменьшался, поскольку он был лимитирован. Ну то же самое и с BFG. Награда. Она то добавлялась, то уменьшалась.
Ну и суммарно люди заплатили 1 200 000 БСВ комиссий. То есть это то, что вернулось разработчикам. Из 55 миллионов вернулся только 1 200 000. А теперь давайте еще глянем на статистику вот какую. Сайт, в общем-то, интересный, можете покопаться. Вот есть игровой рейтинг. Вот можете увидеть, что за все время есть вот такой вот кошелек, у которого было сыграно 1630 игр. Ну и тут еще есть такой же кошелек, у которого 1610 игр было сыграно. И потом уже пошло по уменьшению, ну по 1000 игр люди наиграли. То есть представляете, какие у людей команды. Вот те же люди, у которых были боты, они перед введением новых правил, они скупили игроков первого уровня за копейки там по одному БСВ. И их там сотнями, в общем-то, распихали по аккаунтам. И они там, ну, можно было увидеть по блокчейну, как вот эти вот гонялись эти автобусы между аккаунтами просто пачками, там, десятками. Так что можете посмотреть. Информация здесь интересная. И вот, допустим, игровая статистика. За последние 30 дней игроки 5,5 миллионов БСВ получили. Так, статистика автобусов не интересна. Вот статистика купленных контрактов. Вот то, что нам поможет. Смотрите, до начала введения новых правил по кальмару покупалось в среднем 2500 контрактов. Ну, там даже было где-то полка вот такая ровная, где было по 2000 контрактов. То есть раньше можно было сделать вывод, что 2000 контрактов в день, то есть мы брали бы 2000 умножить на 30 дней, то есть мы бы понимали, что всего есть 60 тысяч игроков. Даже на самом деле меньше, потому что есть люди, которые покупали контракты 2 раза. Ну, кто брал контракт на 15 дней, соответственно, он делал покупку 2 раза в месяц. И от этой цифры нужно было отнять определенный процент. Допустим, там их было 50 или 40 тысяч игроков. Ну, NFT-шных игроков. Но потом произошло вот это. Из 2000, ну, грубо говоря, из 2500 цифра скаканула на 8400. То есть, получается, 5000 игроков было добавлено в один день. Потом 2000 дополнительно в другой. 3000 в третий, опять четвертый, пятый. Ну, вот такая вот была большая полка, видите, где контракты просто покупались в 2-3 раза больше, чем обычно. То есть вот этот пик говорит о том, что пришли люди, накупили тысячи игроков, скорее всего, да, дешевых по рынку. И вот именно они скупали все контракты и не давали простым людям купить контракты на своих игроков. И эта цифра, как видите, довольно большая здесь. То есть 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Короче, 1020 игроков вот было куплено. Ну, не знаю, иначе объяснить вот этот пик я не могу. То есть почему в прошлом месяце покупали по 2-3 тысячи. Ну, вот там вот дальше тут не видно, к сожалению. А потом резко начали покупать по 5, 6, 7, 8 тысяч. То есть пришел какие-то люди, которые скупили несколько тысяч игроков. Ну и скорее всего это были игроки дешевые, первого уровня, как я вам рассказывал ранее в своих видео. Первые игроки были самыми выгодными. И после введения новых правил на контракты, когда уровень игрока перестал играть роль, а важна была только его энергия, появился смысл закупаться большим количеством игроков. А поскольку у нас автобусы между аккаунтами можно перебрасывать без вопросов, то есть я могу вот эти все автобусы перекинуть на второй аккаунт и играть, ну вот появилось очень большое желание у некоторых людей, да, скупить игроков первого уровня, у которых было уже много своих автобусов, да и автобусы были уже дешевые. И вот так вот у нас создался дефицит в один момент. Ну и понимаете, если вот посчитать в среднем вот 5000 контрактов, то есть если взять 5000 и умножить это на 30, то понадобится, ребята, 150 тысяч контрактов. Это говорит о том, что если вот действительно все вот эти вот игроки будут попытаются опять купить контракты, либо они опять заново накупят игроков по рынку, то половине людей не хватит контрактов. 80 тысяч это половина от того, что может понадобиться. Но есть как бы и обнадеживающий момент. А хотя не особо есть, ребята. 21 очень, блин. Если бы голосование закончилось сейчас, вот смотрите, представьте, скупать игроков вот начали в пике 24 числа. То есть, предположим, что они купили контракты на месяц, и потому им нужно будет начинать покупать контракты 24 числа. И это, блин, нам не повезло, ребята, потому что реально 24 числа у нас голосование проходит 21, заканчивается 22, 23, вот как раз до 24 числа у нас и должны включиться контракты. То есть чем раньше они включатся,
контракты, тем нам лучше. То есть, если их включат там 22-го, будет вообще хорошо, потому что 22-го еще игроки не покупали. То есть, ну, в наших интересах, чтобы это все дело запустилось до 24 числа. 22 либо 23 пустили контракты в продажу. Также у нас продолжается праздничное событие по поводу годовщины платформы BitSwap. 17 мая, год назад, была запущена биржа BitSwap. И сейчас у нас идет второй этап. То есть первый этап у нас был совместно со SafePal. Сейчас у нас идет второй этап совместно с BetFury. $2000 будет распределено между сотни игроков. $10 BSV и $10 BFG. Нужно подписаться на BitSwap и BetFury в Твиттере, сделать ретвит, где ты указываешь свой адрес кошелька в сети BIP20, пишешь поздравительную фразу с эмодзиком и заполняешь вот эту вот форму по ссылочке, которая есть в телеграм-канале. Также 18 мая начался торговый конкурс на BitSwap. Общий призовой фонд 50 тысяч BSV. Распределение будет вот таким. Но опять же, сюда лезть имеет смысл только если у вас десятки или сотни тысяч BSV на счете. И вы либо торгуете активно, либо можете как бы искусственно создать этот оборот. Потому что есть люди, у которых миллионы. Так что, если не уверены в своих силах, можете сюда не лезть. Также, ребята, появились вот такие вот прекрасные бисвапчики. Это то, что они тоже анонсировали в Телеграме, в разделе стикеры. Можете себе добавить такие вот стикеры. В общем, на этом буду заканчивать. Видео опять получилось не коротким, как я хотел. Всем спасибо за просмотр. Вступайте в телегу, будем ловить контракты. Всем пока.